всем привет! В этом видео покажу невероятные советы для ежедневных проблем. И первое начну со скотча. Если у вас появилась бородавка в любом месте, то не обязательно там бежать в аптеку или идти в косметический кабинет, чтобы ее убрали. Можно избавиться от бородавки при помощи скотча. Что делаем? Отрезаем кусочек скотча и наклеиваем на бородавку. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Каждые 3 дня снимаем и удаляем омертвевшую кожу. От бородавки и следа не останется. Если мучают боли в стопе, то же самое касается спины. Есть такой нехитрый способ. Или вот такой вот мяч с шипами очень хорошо работает. Или можно взять теннисный мячик. Но вот это мне больше нравится, потому что здесь вот такие вот выступы. Очень быстро проходит боль. То же самое со спиной. Вы знали про этот способ? Следующий совет пригодится тем, кто страдает укачиванием в транспорте, тошнит и так далее, в машине, без разницы. И для того, чтобы этого не было, нужно что-то пожевать, чтобы было обильное слюноотделение. Кусочек яблока, там, оливку, да все что угодно. Главное пожевать. И вот со слюной. Тогда проблем не будет. Если у вас после обуви появляются пузыри, вот здесь бывает, то лейкопластырь я не использую. Есть один интересный способ, сейчас я вам покажу. Что я делаю? Я в пузырек перелила жидкость для зубов, для ополаскивания полости рта. И как появляются вот такие вот неприятности, наносим. И очень быстро проходит и боль, и сам волдырь, который образуется. Но этот способ, наверное, тоже вам покажется странным. Головная боль. Нужно взять карандаш и зажать между зубами. Знаете, почему это происходит? Это средство препятствует непроизвольному плотному сжатию челюстей, которое наблюдается вот в состоянии стресса и боли. Друзья, многие мучаются, у меня даже знакомые, я им подсказала совет, пахнут сильно ноги, в основном у мужчин. Это что-то, это прям комплекс у них. Есть простейший совет, сейчас я вам покажу. Ничего выдумывать не нужно. Берем вот такой тюбик спирта, разбавляем наполовину с водой, чтобы было 50 на 50. Если вы терпите, то чистым спиртом. И салфетки или ватные диски протираем и внутри обуви, и сами стопы. Запах убивается наповал. Не будет запаха никакого. Попробуйте. Началась икота. Знаете, что спасает? Или маленький небольшой кусочек сахара, рафинад. Или просто берете чайную ложечку сахарного песка. Мгновенно проходит. Вы проверяли этот способ? Я проверяла, работает 100%. Если что-то случилось, попробуйте. Друзья, с жирной кожей лица проблема. У меня сухая, ну, она тоже проблемная, но жирная тоже. И я вам подскажу способ. Для этого берем обычный томат, спелый, сочный, и по всему лицу. Если нет раздражения, сидим 10-15 минут, сколько сможете. И потом смываем теплой водичкой, жирность пропадает. Вот томат как действует на жирную кожу. Вот как вам повезло, томат и все. Слышали про этот способ? Напишите под видео. Друзья, как вам эти способы? Какие вы еще знаете? Пишите, такие неординарные, необычные. Будем собирать, показывать, чтобы нам проще, легче жилось в этой жизни. Все, спасибо всем за то, что досмотрели видео до конца. Всем пока-пока. Хорошего вам настроения. Во!